Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. В сегодняшнем видео я расскажу про ближайший опасный переход Венеры в знак Овна. 4 февраля произойдет значительный астрологический переход, когда Венера войдет в знак Овна. Это событие имеет важное значение для многих из нас, так как оно может повлечь за собой негативные последствия в сфере любви, общения и межличностных отношений. Весь период Венеры в Овне будет особенно чувствительным, так как влияние этой планеты в огненном знаке может привести к всплеску эмоций и конфликтов. Первый день этого астрологического перехода 4 февраля будет особенно опасным. В это время многие люди окажутся под влиянием сильных эмоций, что может привести к недопониманиям и спорам. Я предупреждаю, что в течение всего месяца, несмотря на то, что он не будет полностью неблагоприятным, стоит быть особенно осторожными в общении. Важно помнить, что Венера в Овне может сделать людей более вспыльчивыми и склонными к конфликтам, даже по незначительным поводам. Одной из основных проблем, с которыми мы можем столкнуться в это время, станет обострение конфликтов в общении. Люди будут склонны выплескивать негативные эмоции на окружающих, и зачастую это будет происходить без видимой причины. Важно помнить, что под влиянием огненной стихии многие из нас могут стать менее терпеливыми к критике и несправедливости. Это значит, что даже незначительное замечание может вызвать бурную реакцию. Чтобы избежать ненужных конфликтов, я рекомендую следовать нескольким простым правилам. Во-первых, старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Если кто-то из ваших знакомых или коллег находится в напряженном состоянии, лучше проявить максимум учтивости и понимания. В противном случае вы рискуете испортить себе настроение и создать лишние проблемы. Во-вторых, старайтесь не мстить, если кто-то вас обидел. В этот период многие будут стремиться к справедливости и могут принимать решения в порыве эмоций. Однако важно помнить, что месть редко приводит к положительным результатам и может усугубить ситуацию. Вместо этого лучше постараться понять, что стоит за поведением другого человека, и попытаться решить конфликт мирным путем. В период Венеры в Овне стоит задуматься о том, прежде чем что-то делать или говорить. Это время требует от нас осознанности и осторожности в действиях. Если вы почувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, не бойтесь взять на себя ответственность. Признав свои ошибки, вы не только избежите ухудшения репутации, но и заслужите уважения окружающих. Честность и открытость в этом периоде будут высоко цениться. Кроме того, Венера в Овне может спровоцировать атмосферу взаимных обвинений. Люди будут стремиться искать виноватых в своих неудачах, что может привести к напряженности в коллективе или в кругу друзей. Важно помнить, что конструктивный подход к решению проблем всегда более эффективен, чем поиск виновных. Вместо того, чтобы указывать на ошибки других, лучше сосредоточиться на поиске решений и совместной работе над улучшением ситуации. Взаимоотношения в этот период могут испытывать серьезные испытания. Если у вас есть партнер, постарайтесь быть более чуткими и внимательными к его чувствам. Эмоциональные всплески могут привести к недопониманию, поэтому важно открыто обсуждать свои переживания и опасения. Если вы одиноки, это время может стать испытанием для вашей самооценки и уверенности в себе. Не позволяйте временным трудностям влиять на ваше восприятие себя. Также стоит обратить внимание на финансы. Венера управляет не только любовными делами, но и финансами. В это время могут возникнуть споры о деньгах, особенно если речь идет о совместных расходах. Будьте осторожны в финансовых вопросах. Старайтесь избегать крупных покупок и инвестиций. Лучше всего отложить важные финансовые решения до более благоприятного времени. А на сегодня это все, и помните, период под влиянием Венеры в Овне требует от нас особой внимательности и осознанности. Следуя моим простым рекомендациям, мы сможем избежать многих проблем и сохранить гармонию в отношениях. Помните, что в это время важно быть терпеливыми, открытыми и готовыми к конструктивному диалогу. Сохраняя спокойствие и мудрость, мы сможем преодолеть любые трудности и выйти из этого периода с новыми знаниями и опытом.